начнется. Итак, вступительное слово, открытие мероприятия. Я выступил, не сказал, в принципе, ничего нового. Сказал, что на нас напали 52 страны мира, что война эта носит религиозный характер, против нас воинствующий сатанизм, что их цель уничтожить миллиарды жителей Земли, стать золотой миллиард, остальных убить. То есть вот то, что сейчас в Европе и в Америке побеждает, многие думают, что это какое-то недоразумение. Нет, ребята, это настоящие сатанисты у власти, они осуществляют свой сатанинский проект по уничтожению и извращению человечества. И в этих условиях вариант у нас только один. Закопать всех этих тварей в землю нашей планеты. Война будет долгая, возможно, понадобится воевать десятилетия. Я скажу то, что подавляющее большинство членов нашего движения тактической медицины, подавляющее большинство тех, кто находится в окопах, кто им помогает, уже знает. Но, во-первых, нашу конференцию будут видеть не только они, а многие люди, которые еще не знают всей серьезности ситуации, не осознают ее, которым еще только предстоит включиться в борьбу за спасение нашей страны. Это первое. И второе, я постарался подытожить сложившуюся ситуацию максимально исчерпывающе, поэтому речь моя будет, к сожалению, чуть более длинной, чем я хотел бы, но затрагиваем сложные вопросы. Итак, скоро исполнится второй год с момента вступления нашей страны в СВО, Священную войну очищения. Одержимые невообразимыми, противоестественными грехами, правители десятков стран, прежде всего европейских, в очередной раз в безумии своем притязают на мировое господство, надеясь обеспечить приход в мир и торжество Антихриста. Чего стоят их лживые насквозь слова, мы воочию видим на примере торжества демонических сил на просторах постхристианской Европы и Америки, когда браки с животными, гей-парады, добровольная эвтаназия, поедание личинок червей и иные невообразимые мерзости перед Богом и людьми объявлены торжеством прогресса и демократии. Впрочем, в гордыне поистине сатанинской они и не скрывают своих замыслов. Они декларируют, что на Земле должен остаться золотой миллиард, а все прочие миллиарды жителей Земли должны быть уничтожены различными способами. И как было всегда ранее, Россия является главным препоном на пути сатанинских сил. Поэтому устами американских сенаторов было заявлено, что Россия должна быть расчленена и уничтожена, потому что она является носителем традиционных ценностей. Всем также известно высказывание Маргарет Тэтчер: в России оправдано проживание 10-15 миллионов человек. К сожалению, такое нам всем хорошо известно и уже не раз происходило в истории. Батории, Карлы XII, Наполеоны, Гитлеры, все эти непрошенные европейские цивилизаторы всегда приходили к нам с объединенной военной и экономической мощью всей Европы, а теперь уже и всего мира, и каждое столетие. И некоторое количество русских вроде бы людей по крови, вот был затронут сейчас этот момент, предавали свою веру, язык, память предков и начинали служить завоевателям. Чем это заканчивалось прежде, мы все также хорошо помним. Народ Великой России, как уже не раз было в истории, вновь вынужден с оружием в руках защищать не только свою святую веру, язык и землю предков. Мы в очередной раз, и теперь уже более чем когда бы то ни было, защищаем все человечество. Россия – это великий автохтон, государство, призванное удерживать мир от прихода Антихриста. И если падет Россия, какую великую войну выиграл Китай, какую великую войну выиграла за всю свою историю многотысячелетнюю Индия, никто не сможет противостоять сатанинским силам. Надежды всего человечества соединены на нас. Эта война, как и все предыдущие, не закончится по мановению волшебной палочки сама собой. Говорят, я верю в победу. Верить мало, надо работать.
Окончить эту войну можно только в столицах государств-агрессоров подписанием безоговорочной капитуляции, как уже было с Парижем, Берлином и многими другими. Для этого нам понадобится единство всех здоровых сил фронта и тыла, глубочайшая модернизация армии, создание новой, вообще новой не просто отечественной военной промышленности, нового технологического уклада. Но главное, нам понадобится полное переосмысление всего уклада жизни, построение его на основе традиционных религиозных ценностей, постановка во главу угла веры в Бога, а не служения маммоне и золотому тельцу. Только сделав это, мы сможем выполнить свое историческое предназначение, низвергнуть очередных безумных завоевателей и победить 52 страны мира, которые сейчас ведут боевые действия против нас и против всего человечества.